Привет, друзья! Когда границы Европы превращаются в фильтр для беженцев, это не только проверка на прочность для новой коалиции Германии Фридриха Мерца, но и шанс понять, какие именно решения действительно работают и что значит для нас с вами. Руководитель федеральной канцелярии Торстен Фрей подчеркивает, что это лишь первый шаг, а не окончательное решение, и следует всем приготовиться к более жестким мерам. По его словам, контроль на границах не должен затягиваться и продолжаться дольше, чем необходимо. В ближайшем будущем, по мнению Фрея, должны последовать новые меры, и желательно, чтобы они были согласованы на уровне всей Европы. Расширенные пограничные проверки и усиленные меры по отказу во въезде, которые сейчас применяются на границах Германии, по словам руководителя канцелярии Торстена Фрея, должны действовать настолько быстро, насколько это возможно. Также Торстен Фрей, политик от ХДС, заявил, цитата: «Отказа во въезде на границе – это инструмент, который может сразу же оказать реальное влияние». Он также отметил, что необходимо сократить миграционные потоки до приемлемого уровня. Конкретные цифры Фрей называть не стал, однако дал понять, что речь идет о существенном снижении. Особое внимание уделяется границе между Германией и Австрией. Здесь подобные меры, напомню, действуют уже с осени 2015 года, и их действие неоднократно продлевалось. Однако на границах с остальными 8 соседними странами Германии такие меры стали применяться лишь с осени прошлого года. Фрей сказал, следовательно, необходимо в каждом отдельном случае тщательно проверять, сохраняются ли условия для продления этих мер или уже нет. На сегодняшний день цель федерального правительства – это добиться ощутимых результатов в кратчайшие сроки, чтобы затем в миграционной политике можно было использовать другие подходы, предпочтительно такие, которые были бы реализованы на общеевропейском уровне. В этом контексте Фрей также вновь выступил с предложением о необходимости проведения процедур по предоставлению убежища именно за пределами Евросоюза. Он в очередной раз подверг критике согласованную реформу общеевропейского законодательства в сфере предоставления убежища. По его мнению, эта реформа не только опоздала, но и не является достаточной для решения существенных проблем. Именно по этой причине, как подчеркивает Фрей, 16 правительств стран Европейского Союза уже обратились к Еврокомиссии с призывом начать пересмотр действующих правил. Он настаивает на том, что рассмотрение заявления о предоставлении убежища должно происходить вне пределов Европейского Союза. Также напомню, что министр внутренних дел Германии Александр Домбринг из партии ХСС еще в прошлую среду распорядился, чтобы вновь начал применяться параграф 18 закона об убежище. Согласно этой норме, въезд на территорию Германии может быть запрещен беженцам за редким исключением, если они прибывают из безопасной третьей страны. Тем временем канцлер Фридрих Мерц опроверг информацию изданию Welt, в которой утверждалось, что он якобы намерен объявить о введении национального чрезвычайного положения. Несколько соседних государств уже предупредили немецкое правительство о недопустимости односторонних и чрезмерных пограничных мер, которые могут нарушить баланс в зоне Шенгена. Новая правительственная коалиция только приступила к своей работе, а первые споры уже появились. И именно между министром труда Бэрбельбас и партнерами Христианско-демократического союза. Одним из первых разногласий стала максимальная продолжительность рабочей недели, которая была закреплена в коалиционном соглашении. Однако политик от СДПГ Бэрбельбас не спешит с ее внедрением. Для справки, согласно коалиционному договору, планируется заменить текущую 8-часовую дневную норму на недельную предельную продолжительность труда. Однако Бэрбельбас дала понять, что эта идея изначально не принадлежит СДПГ. Она сослалась на другую формулировку в тексте коалиционного соглашения, согласно которой никто не может быть принужден к более длительной работе против своей воли, а также обязательным остается соблюдение стандартной охраны труда. На сегодняшний день действующее трудовое законодательство Германии ограничивает продолжительность рабочего дня 8 часами, однако в исключительных случаях допускается увеличение до 10 часов. Но есть еще разногласия.
Предложенная министром труда пенсионная реформа продолжает вызывать волну критики со стороны партнеров по коалиции. Министр труда Бербель Бас хочет включить в систему государственного пенсионного обеспечения не только обычных наемных работников, но также и политиков, самозанятых и государственных служащих. Это предложение стало ответом на усиливающееся давление на пенсионную систему, которое вызвано растущим числом пенсионеров. Однако, как заявляет Торстен Фрей, данная инициатива не имеет никаких шансов на реализацию. Цитата: «Я не нахожу никаких подтверждений подобным идеям в тексте коалиционного соглашения», подчеркнул политик от ХДС. Фрей признал, что Бербель Бас четко обозначила свою позицию, но в то же время он призвал не придавать ее заявлениям чрезмерного значения. По словам Фрея, очевидно, цитата: «Каждый, кто делает взносы в пенсионную систему, в конечном итоге рассчитывает получить что-то взамен». Простое расширение круга плательщиков не решает базовую проблему. Он напомнил, что в 1960-х годах на одного пенсионера приходилось, внимание, 6 работающих граждан, а на сегодня это соотношение сократилось до 1,5 к 1. Такая диспропорция ставит под угрозу устойчивость всей системы. Бербель Бас, в свою очередь, говорит, цитата: «Мы внимательно изучили, как это сделали австрийцы, ссылаясь на опыт соседней страны. По ее словам, еще при правительстве светофорной коалиции уже предпринимались попытки включить самозанятых граждан в государственную пенсионную систему». Цитата: «Справедливость этого подхода заключается в том, что все вносят свой солидарный вклад», подчеркнула Бас. Она добавила, что благодаря включению самозанятых и государственных служащих в систему обязательного пенсионного страхования будет расширена база плательщиков взносов. Это, по ее словам, поможет, по крайней мере, временно стабилизировать текущий уровень взносов в пенсионный фонд. Однако Бас также признала, что при внедрении новой модели могут возникнуть определенные трудности и препятствия. Цитата: «Интеграция – это совсем не пустяк, для этого потребуется длительный переходной период», предупредила она, подчеркивая необходимость осторожного и поэтапного подхода. Ларс Клинболь, в свою очередь, также поддержал эту инициативу. Он считает, что включение чиновников в пенсионную систему – это разумная и обоснованная мера. По словам Клинболя, если чиновники начнут делать отчисления в пенсионный фонд, это само по себе, конечно, не решит основную проблему, а именно то, что будущие пенсии и государственные выплаты будут по-прежнему финансироваться за счет взносов и налогов от будущих поколений. Ключевым остается соотношение между молодым и пожилым поколением, отметил Клинболь, и это соотношение, по его словам, ухудшается с каждым годом. Тем не менее, несмотря на эти демографические вызовы, Клинболь уверен, реформировать систему пенсий для чиновников и постепенно интегрировать ее в общее пенсионное обеспечение – это целесообразно и необходимо. Важно, чтобы все ограничения и условия, которые применяются или могли бы быть применены к застрахованным в государственной системе, распространялись на чиновников в полном объеме и без исключения. В качестве конкретного примера политик от СДПГ назвал такие меры, как ограничение роста пенсионных сумм будущих выплат и повышение пенсионного возраста. А теперь давайте обсудим, будут ли правильные такие меры к резкому ограничению въезда беженцев. Подпишитесь и спасибо за просмотр.